User UX8. Врать красиво. Понятен ваш напор. Если врать, то красиво. Живопись же это сплошное вранье. Этого же нет. То, что вы видите на картине, это всего лишь холст и краска. Этого нет. Более того, наврано так, что, мама дорогая, я писал, по-нормальному, по-честному. А потом доврался до того, что увидел, что это может быть элементом новизны для меня. Вот это вот многообразие цвета, многообразие красок. Это неожиданно, это решение. Поэтому это наврано, этого же нет. Я же не списываю то, что я вижу. Дерева, веточки каждую, как они прям точно вот. Нет, это лишь повод для того, чтобы наврать. Так что врать красиво. Корень квадратный. Вчера на федеральном канале показали сюжет из Якутии. Художники вышли на пленэр при температуре минус 50. Цель – запечатлеть красоту природы при низкой температуре. Интересно, как себя краски вели. А вы, Вячеслав, при каких самых низких температурах писали? Я стараюсь не выходить прям при сильно низких. Героизм такой, как-то не по мне. Конечно, если одежда теплая такая, для рыбаков, есть же для альпинистов различные температуры выдерживают одежды. Я все никак себе не куплю. Дима у меня сейчас был на академичке из Нижнего Новгорода. Он говорит, что у него есть один костюм, просто в снег ложишься, и можно, жарко очень в нем. Может быть, было градусов 20 как-то, но это уж совсем так неприятно. А минус 50 я даже себе представить не могу. Это, краски, естественно, они же замерзают. Они же на основе льняного масла. Все это как камень. Кисточками почти уверен, писать при минус 50 невозможно. Хотя, если кто писал, скажите. Мастихином, да, вполне. И, конечно, маленького размера, чтобы 15 минут и куда-то в укрытие. Согрелся, попил чаю горячего, опять 15 минут, небольшие форматы. Юзер очередной Славы заметил, что вы снежное пространство покрывали вертикальными мазками на этюде. А нас учили, что мазки необходимо класть по форме. То есть, если это холм или склон, то подчеркнуть его рельеф. Я не права, очень даже правы. Конечно же, правы. Известный же балетмейстер и хореограф во всем мире, Бежар, по-моему, если я не прав, меня поправьте, он ставил такие танцы, что танцоры говорили, мне неудобно. Но он это неудобство превращал в красоту нового танца. Я думал в детстве, что на лыжах можно ездить только вперед. Однако фристайлинг, доска появилась, и задом наперед, оказывается, можно ездить, и боком. И всякие финтифлюшки, сальто всякие крутить. А я слышал, между нами говоря, может быть, это уже отменено в некоторых штатах, в Америке. Например, секус только в определенных позициях возможен. Если что-то там какой-то то, не знаю, какие-то штрафы, может, хотя кто, камеры, что ли, ставит, или кто-нибудь доложит, подсматривает в бинокль. В какой он позиции, понимаешь ли? Запрещено в штате в нашем. В каталажку. Скажите, неужели это правда? Я к тому, что живописец может нарушать эти приемы, которым его научили в заведении. Фактически главное, чему учат в заведении, это тон. Правильно? Мыслить пятном. Не очень учат, мне кажется. Иначе были бы картины такие, где мышление пятном есть. А их все как-то не так много. Допустим, мышление пятном случилось. Да? Произошло. Вот пятно синее. Какая разница положить мазок? Так, или так, вкось, или просто так проляпать, или мастихин. Это же создает новое решение, фактуру.
если пятно есть, то, пожалуйста, можно изобретать какие-то новые прочтения этого пятна и решение нюансов его, световую часть, какие-то рефлексы. То есть из этого нового решения может вообще вылезти ваш стиль, новый стиль. Юзер, опять же. Вячеслав, было бы интересно посмотреть и номера, в которых живут художники, на академичке. Баня классная, а кто-то написал ужасная баня. Ну, номера, как номера. Но вы представляете, ведь же Репин строил все это. Но, шутка. Репин как раз участвовал там как идейный вдохновитель создания этой базы для студентов. И был там вообще один домик сначала, куда вы, кстати, это музей Репина теперь, куда мы всей нашей бригадой ходили. Была заказана экскурсия, чудесная экскурсия. И кто приедет на академичку, обязательно сходите. Мои рекомендации. Вы очень много узнаете. Во-первых, там были написаны такие вообще шедевры мирового искусства уровня. И Репин там написал чудесную работу. Гаврилов, там очень много художников, Грицай. Левитана висит. Ну, там копии висят работы, принты. Но понятно, что они писались здесь, в этом месте. И приехать туда поработать, конечно, большая честь. Номера и мастерскую я не снял. Давайте как-нибудь в следующий раз сниму обязательно. Ну, внизу мастерская большая. По лесенке поднимаешься на второй этаж. Там комнатка на 3 кровати, но можно снимать одному там, или втроем, или вдвоем. Кровать шириной, по-моему, 90 сантиметров. Стандартная. Ну, нормально так, матрас. Еще один матрас. Спать мне было крайне неудобно. Хотя я с другой кровати еще матрас положил. Куда-то я все время скатывался. Но вот так. Тепло. Внизу, значит, мастерская большая, туалет, душ раздельные. Почти. Юзер как юзер, значит, намешивать оттенки цвета на серой палитре лучше и точнее, чем на белой или коричневой. Это помогает избежать сильного тонального контраста и позволяет объективно оценить степень теплохолодности цветов и оттенков. Что вы думаете об этом, Вячеслав? Какое ваше мнение? 2 вопроса. Что вы думаете и какое ваше мнение? Мое мнение, что на белом мне приятней. Даже, например, пишется работа, представьте, нежные очень тона, нежнейшие, прям почти с белилами, на чуть-чуть все добавлено в белила. Ну, прям светлое-светлое. Но на сером, если вы будете замесы делать, да, во-первых, в белое вы... А до конца ли вы в белое уйдете? Ведь у вас же серое все вокруг поля. А вот в белом уже чуть-чуть в белило подмешал, чуть-чуть, уже не белое. И вы можете себя контролировать, чтобы не было все разбелено чисто белым цветом. Чтобы был оттенок какой-то. Потому что белилами чистыми писать, ну, вот не работают белила. А вот чуть-чуть добавлен какой-то оттенок, уже работает. Так вот, картины, которые написаны, нежнейшие, их же на белую стену нужно повесить, чтобы увидеть вот эту красоту тончайшего светлого колорита. На сером это понятно, что это будет светиться и все работать. А вот на белом, это для сравнения, это очень хороший прием повесить работу. Вообще чаще вы пишете и раз повесили на белый и смотрите, вообще она как она глубока, вот как она в тоне. Я на разных пробовал палитрах писать разного цвета, разноцветных. И все-таки склоняюсь к тому, что белый цвет лучше всего. И я на палитру вставку такую кладу из пластика. Для пластилина, например, можно купить для детей. И прям туда на двойной скотч, и она на ней хорошо замесы делать. Ну, она там миллиметровый, по-моему, где-то такой, ну, 1,5 миллиметра, вот этот пластиковый. Миллиметр, может, и меньше. Такая панель. Если у кого-то другие идеи и вообще опыт, ну, расскажите, это интересно, поделитесь со всеми. Прошу лайков, друзья, ведь же
не оскудеет рука дающего, лайки нажимающего, не оскудеет. А канал приятней. Ничего же не отвалится руки, если вы сейчас нажмете таки хоть первый раз. Но это как маленькие аплодисменты артисту. Представляете, он готовился, вышел, спел на сцену. Все в молчании вот так сидят. Он спел песню, ну, следующую поет, опять все молчат. И так вот 10 минут ролик идет. Спел 3 песни, все молча раз и разошлись, кофе пить пошли в буфет, в антракт. Что делать артисту? Ну, конечно, поэтому они и спиваются, мне кажется. Друзья, маленькое уточнение по поводу класса, который будет в апреле, в начале апреля в Армении. Туда можно брать, например, шерпов в качестве мужа или там ребенка. Ну, в общем, ехать как вам удобно. Да, чем больше народу, как сказал Николай Мотин сейчас на классе, на академичке. Ну, это же классно, когда много людей. Это же обмен такой, все горит. У меня было на классе в Америке, в Канзас-Сити, 25 человек. Все были очень довольны. Вниманием вы не будете обделены, а коллективу будет приятнее. Все познакомимся, будем дружить. Пишите мне на WhatsApp, я вас включу в группу. И будем покупать уже билеты. Заранее они будут дешевле стоить. И мы в группе будем знать в WhatsApp количество активных участников. Семинар обещает быть очень интересным. Посмотрите на сайте. Вот небеса. Можно сразу взять небеса и все. Ну вот, какая-то серость, да? Быстрый этюд такой на состояние, Это будет такая версия, да? Хорошо. Вот различим, да? Ну вот окна, да, вы там решаете окна. Ну, решений может быть много. Главное, чтобы у нас вот этот принцип сохранялся. Такого вот какого-то намека, что ли, не одинакового намека. Крыша к небу. Понял. Не попал, потому что она уже спорит почти с этим. Ну, как-то между этим и этим. Снег на уход. Это оставить можно все, как часть холста, который может работать. Да, тяжело. Да, тяжело стоять. Ресницы прям сразу очень. На акварельной бумаге пишете? Или бумага для масла, которая? Для масла. Масло акрил, да? А еще грунтуете? Наташа перемещается. Так, у тебя были какие штаны в прошлый раз? У меня зеленый фартук был. Зеленый фартук, точно. В 2021 году была выставка «Арт Пермь». Я в ней участвовал. Моя прогулка по выставке с видеокамерой в видео 495 в конце ролика.